Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 14 февраля, сегодня у нас с вами среда. Вы знаете, сегодня день изобилия, достатка и благополучия. Сегодня достаточно успешный и благотворный день. Поэтому сегодня ваша задача в этот день обязательно прислушиваться тех знаков, тех подсказок, которые дает Вселенная, но и обязательно, девочки и мальчики, не забудьте сегодня провести одну простую, но в то же время очень действенную практику. Обязательно нарисуйте эту денежную цифру на руке. Вы увидите, как вы и в вашей жизни откроются потоки к изобилию, к достатку и к благополучию. Давайте вместе с вами разбираться, что же сегодня за день. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 14 февраля. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами растущая луна в знаке зодиака Овен, и многие люди уже ее прочувствовали, что идет растущая луна, уже идет начинается в такой вот активной фазе. И сегодня у нас с вами шестые лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что этот день может характеризоваться повышенной энергетикой и активностью. И это привносит, соответственно, такой вот решимость, где-то агрессивность во многие аспекты жизни человека. Овен, как знак зодиака, который ассоциируется у нас с началом новых начинаний, к стремлению к достижению целей и к решимости. И под влиянием растущей луны эти качества могут проявляться еще намного сильнее. Луна в знаке зодиака Овен также может стимулировать инициативу, вдохновляя вас на какие-то предпринимательские действия и на спонтанные решения. Обращаем на это ваше внимание. Однако, несмотря на все те положительные созидательные аспекты этого дня, все-таки нужно быть немножечко осторожными и не упускать из виду потенциальные опасности. Возможно, что под влиянием сильной энергии знака зодиака Овна, люди сегодня могут стать более вспыльчивыми и склонными к тем или иным конфликтам. Поэтому необходимо сегодня контролировать свои эмоции и избегать резких реакций на раздражители. При этом это может быть и люди ваши близкие, родные, это могут быть соседи ваши, это даже могут быть ваши коллеги по работе, так и это могут быть незнакомые вам люди. Поэтому сегодня очень важно держать все в балансе, особенно тем людям, которые очень легко можно заводятся и очень сложно остывают ввиду того, что их очень легко можно ними управлять. Поэтому сегодня очень важно быть внимательным и осторожным, потому что вот такое вот стремление к каким-то активным действиям, где-то с кем-то ругаться, выяснять отношения, доказывать свою правоту может привести в конечном итоге к неожиданным последствиям или, что еще хуже, разочарованиям. Поэтому планируйте сегодня свои действия очень внимательно и, что немаловажно, старайтесь избегать любых рискованных ситуаций. Кроме того, сегодняшний день может быть днем с высоким энергетическим потенциалом, который способствует началу новых начинаний и достижению целей. Но вы должны понимать и то, что чтобы вам извлечь максимальную пользу из этого дня, вам оставаться нужно бдительными и быть сбалансированными в своих действиях. Это вот очень важная подсказка на этот день, 14 февраля. Далее давайте уделим внимание лунному календарю касательно здоровья. Посмотрим, что же нам этот день сегодня несет. Вы знаете, сегодня акцент будет скорее сделан на активности, а также на ваше самочувствие, поэтому под влиянием знака зодиака Овна и растущей луны этот день будет благоприятным для того, чтобы начать заниматься спортом, физическими упражнениями. Даже если вы ранее никогда этого не делали, возможно, вам стоит изменить и поменять свою тактику. Также энергия знака зодиака Овна стимулирует активность и поддерживает высокий уровень энтузиазма, что делает этот период идеальным для занятий спорта, зарядки или прогулок на свежем воздухе. Вы должны понимать и то, что вне зависимости, как вам сейчас было бы не тяжело со своим здоровьем, у каждого это своя ситуация, но вы должны понимать, что вы должны начать заниматься своим здоровьем. Не думайте о том, что ой, как все сложно, как начинать и так далее.
дома в интернете есть очень много различных видео, есть очень много образовательной информации, которую вы можете включить и начать делать те или иные упражнения. И многие уже люди нам пишут о том, что благодаря нашим подсказкам, благодаря тем ситуациям, которые произошли в жизни, и те консультации, которые мы дали, люди осознали и поняли, и начали потихоньку в другом направлении двигаться. И вы знаете, люди были, которые врачи уже просто списали, вот действительно, потому что у людей высокое давление, выписали большой список всевозможных препаратов, которые стоят достаточно недешево. И вы знаете, люди начали заниматься. Очень много врачей, которые дают свою такую вот очень интересную информацию. Поэтому не игнорируйте, пожалуйста, это все, а начинайте заниматься. Это очень важно понимать, что каждый творец своей жизни и создатель. Но, кроме того, не стоит забывать и о осторожности и бережности при выполнении тех или иных физических упражнений, потому что под влиянием огненного знака зодиака Овна, плюс в соединении с растущей Луной, это нас приводит к тому, что появляется риск переутомления или получения травмы в результате каких-то неосторожных действий. Поэтому важно слушать свое тело, вот именно слушать свое тело. Бывает так, что вот в этот день вы не хотите, например, употреблять мясо, или вы не хотите есть сладости. Это нормально. Вы начинаете чувствовать свое тело. И не перегружайте сегодня себя. Также, друзья, обратите внимание сегодня на свое питание и на свою диету. Дело в том, что сегодня у нас с вами, растущая луна продолжается, и, соответственно, наш организм лучше усваивает любую пищу, а это уже может способствовать более эффективному питанию и усвоению любых питательных веществ. Но, опять же, давайте будем исключать из своего рациона химию, всевозможные те продукты питания, которые созданы искусственно. Старайтесь больше питаться чисто экологическим. Конечно же, это сегодня намного дороже иногда стоит, особенно если вы живете в больших городах, но если вы сами выращиваете ту же курочку, если вы сами дома выращиваете картошечку, зеленушку, лучок, на подоконнике это можно все выращивать, вот тот же лук, та же петрушечка, укроп, и это уже чисто ваш, и вы знаете, что вы никакими химикатами это не обрабатывали. Прямо сейчас начинайте, сейчас вот именно начинается витаминоз, и вот зелень, вот именно петрушка, зеленый лук. Помните, как все наши прабабушки, бабушки, всегда зеленый лук весной у них был на подоконниках. И у вас это тоже должно быть. Там очень много тех элементов, которые сейчас нужны нашему организму. Вот вам, смотрите, какая удивительная подсказка. Не игнорируйте, пожалуйста. Занимайтесь собой. Кроме вас никто этим не будет заниматься. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день благоприятен для физической активности и улучшения общего состояния здоровья. Также любите себя, любите свое тело, потому что каждому из нас, знаете, дан аватар. Кто смотрел фильм «Аватар», понимает, о чем мы с вами говорим. И вот представьте себе, что вам дано на время, и вам нужно за ним смотреть, за ним ухаживать. Поэтому научитесь любить свое тело, и тело будет вам же все взаимно в этой жизни, все всегда в балансе. Плохо ухаживаете, недовольны своим телом, хотя вы сами к этому привели. Вот самый простой пример из последних. Наша подписчица пишет о том, что ой, я такая вот была полная, и вот хочу буквально похудеть за неделю. Вот мне обещает, что я за неделю чуть ли не сброшу на 25 килограмм. Скажите, это есть ли смысл таким заниматься? Вы должны понимать, что если вы 30-40 лет наполняли себя тем, чем вы наполнили, и сейчас за неделю хотите столько сбросить, вы должны понимать, что это в первую очередь стресс для вашего тела, потому что начинают происходить определенные нехорошие процессы в печени, в тех же почках, сердце, оно все взаимосвязано. Вы должны понимать и то, что, возможно, вы не замечали, но наше тело это своеобразная такая вот сложная система. И если вы не разбираетесь и решили, вот вам кто-то сказал, что ой, сейчас я похудею, все можно делать постепенно. Обращаем на это ваше особое внимание. Теперь давайте поговорим о лунный календарь касательно
относительно денег. Вы знаете, сегодня прекрасный день для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью и начинать любые финансовые проекты, потому что энергия знака зодиака Овна, она вот способствует принятию решений и действий, что может вам принести вот те плоды, вот тот результат, который вы бы хотели ощущать и получать. Также обращаем ваше внимание, что растущая луна усиливает вот эту энергию, делая этот период особенно подходящим для инвестиций. Также сегодня хорошо запускать какие-то новые проекты, независимо в какой-то сфере это не касалось. Или сегодня хорошо заниматься поиском новых источников дохода, то тем же какими-то подработками. Возможно, у вас есть свое какое-то хобби, увлечение, которое вы можете сделать доходным своим делом. Не только с себя, но и своей семьи. У каждого это свое, поэтому не игнорируйте то, что вы умеете. Не думайте о том, что ой, Машка может, моя подруга, ой, ну что же я буду ей, вот она такая молодец. Вы тоже все можете, и вы должны понимать, что в этом мире во всем есть баланс. И для вас найдутся клиенты, и для вас будет что-то новое. Главное, чтобы у вас была изюминка и вот интерес. Начните с того, что у вас есть, и постепенно вы начнете понимать и осознавать, что в чем вам нужно дальше двигаться. Потому что бывает так, что вроде бы все умеют делать вкусную торты, но один человек действительно делает вкусный торт, а другой умеет шикарно делать вертуты или, например, лепить вареники. И это вареники самые особенные, или с вишней, или с творогом, у кого это что. Поэтому это вам такая вот подсказочка. Поэтому никогда не зацикливайтесь, пробуйте. Пока вы не попробуете, вы не узнаете ту правду, которая именно интересна вам. Конечно же, всегда в жизни у нас есть разочарование, у нас есть всегда боль, потому что все мы с вами учимся, и при этом учимся каждый день. Поэтому помните о балансе и старайтесь сначала, перед тем, как принимать решения, взвешивать все за и против. Давайте посмотрим, какая карта Таро выпала на этот день. И на этот день выпала тройка кубков. А тройка у нас с вами кубков ассоциируется с творческим мышлением, с радостью, социальным взаимодействием. Поэтому сегодняшний день, вы знаете, сегодня у нас с вами, 14 февраля, День Святого Валентина. Есть люди, которые отмечают этот праздник, хотя бы потому, что можно позвонить, есть повод позвонить, поздравить друг друга, сделать какие-то подарочки, пригласить в кафешку на капучинко и на какие-то вкусняшки. И вы знаете, вот сегодня даже карта, которая выпала Таро, она говорит нам о том, что сегодняшний день это хорошо проводить с близкими людьми, наслаждаться вот моментом, выражать свои чувства, и вы даже будете получать радость от того, что вы делаете. Поэтому, вне зависимости, сколько вам лет, радуйте себя, радуйте свое окружение. А также эта карта нам говорит о важности эмоциональной связи и гармонии в отношениях. Также сегодня хороший день для того, чтобы проявить заботу и внимание к тем, кто вам дорог, а также для того, чтобы насладиться моментами счастья вместе. Но не стоит забывать, конечно же, и о мере во всем, потому что тройка кубков может также указывать на то, что слишком много эмоций или слишком интенсивное вовлечение в ситуацию могут перевести вас к переутомлению или избыточному эмоциональному стрессу. Поэтому важно, еще раз напоминаем, сохранять баланс и умеренность в своих действиях. Теперь давайте подойдем к Архангелу Михаилу и посмотрим, что же нам дает на этот день советы Архангел Михаил. Так, девочки и мальчики, сегодня в этот день, 14 февраля, обязательно проявляйте смелость и решительность в своих действиях. И очень важно, вот Архангел Михаил говорит нам о необходимости защищать свои ценности и бороться за свои права. И что немаловажно, именно Архангел Михаил будет нас поддерживать в преодолении препятствий, которые могут возникать на нашем пути. Кроме того, сегодня вам стоит включать в себя идею самосовершенствования, духовного развития. Возможно, вам нужно сегодня обратить внимание на свои внутренние качества, которые помогут вам преодолеть какие-то трудности в вашей жизни и достичь желаемых результатов. Поэтому сегодня обращайтесь обязательно к молитве, чтобы получить поддержку и, возможно, какой-то совет, подсказку от Архангела Михаила, потому что он всегда готов помочь вам в борьбе с теми, кто мешает вам, вашему развитию и вашему благополучию.
Девочки, мальчики, ввиду сегодня, что такой сегодня вот замечательный, шикарный день, сегодня у нас с вами и также прекрасная практика. Эту практику вы можете провести в любое время, но есть один нюанс. Это то, что вы должны быть в хорошем расположении духа, у вас должно быть хорошее настроение. Если вы чем-то разочарованы, если вы в соплях, в слезах, то лучше эту практику не проводить, потому что она вам не даст результат, и вы еще больше разочаруетесь в чем-то, а этого делать не стоит. Поэтому обязательно благодарите высшие силы всегда и благодарите всех тех, кто с вами, за то, что дают вам мыслимые и немыслимые блага. Итак, друзья, как же провести эту практику? Вам нужно взять ручку любого цвета, главное не красного цвета. Это может быть и фломастер. Далее, что мы рисуем? Мы рисуем знак бесконечности на запястье руки и далее обводим в круг. Круг должен быть именно кругом, а не овалом. Поэтому или потренируйтесь сначала, а потом уже проводите практику. После того, как нарисовали знак бесконечности, обвели в круг, скажите: знак бесконечности запускает денежную энергию в мою жизнь. Истинно да будет так. Нарисовали и отпустили во Вселенную. Этого достаточно для того, чтобы запустить те процессы, которые есть в вашей жизни. Только не бойтесь того, что начнет происходить, потому что многие люди думают о том, что прямо им принесут сейчас пакет с деньгами, и все замечательно будет. Нет, у вас начинаются появляться возможности, новые контакты, звонки, это может быть все что угодно, вам могут вернуть долг. У каждого это будет своя ситуация, поэтому не паникуйте и не бойтесь, принимайте все с радостью. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, в комментариях напишите: знак бесконечности запускает денежную энергию в мою жизнь. Истина, пусть Вселенная поможет это вам все приумножить и заиметь в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.